Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. А что ж, давай, не подключен микрофон. А что, слышно, да? Здравствуйте, господа. Начинаем вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Дуйко, руководитель и основатель эзотерической школы Кайлас. Прошу задавать вам ваши вопросы. Сегодня я опубликовал пост в Ютубе и пост в Фейсбуке в своей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. Задайте мне вопросы, я на него с удовольствием отвечу. 93 вопроса задали вы, и сейчас происходит еще написание вопросов. Все зависит от того, насколько интересные вопросы, настолько интересным будет вебинар. Постараюсь быть полезным. Начнем. Марина Помацалюк. Как скоро я найду работу? Найдете. До войны работала как ФОП, но сейчас мои услуги никому не нужны. А вы, скорее всего, работали в агентстве по туризму. Еще активно работаю, отправляю резюме, но безуспешно. Скорее всего, вам не резюме нужно отправлять, а вам нужно обратиться в компанию, которая занимается арендой и сдачей недвижимости, и начать работать в этой компании. Сейчас этот рынок, он не умер, он существует в Украине, а вот туристический, скорее всего, ничего с этим сделать нельзя. Вам придется все-таки хотя бы временно не заниматься этим бизнесом. Вообще для многих людей, которые попали в ситуацию, при которой сейчас невозможно найти работу, этих людей очень много, так как страна, в которой происходит война, она, наверное, не ориентирована на то, чтобы люди могли свободно, как и раньше, заниматься бизнесом, зарабатывать и так далее. Ну и это требует определенного, совершенно другого подхода. Итак, первое, что необходимо знать для того, чтобы выжить и для того, чтобы не остаться совершенно без дохода и так далее. На первое место необходимо ставить образование и обучение. Сейчас время, когда необходимо обучаться, но многие люди совершают ошибку. Вместо того, чтобы обучаться в свободное время, они начинают все время искать информацию, которая связана с элементами того, что сейчас происходит в стране. То есть ищут информацию, там, кто победил, что делать, куда двигаться и так далее. Скажу вам так, вы таким образом себя очень сильно топите. Обязательно начинайте себя дисциплинировать. Помните о том, что на ваших плечах и у вас есть, скорее всего, люди, за которые вы несете ответственность. Вы несете ответственность за свою жизнь, за жизнь близких, за свои семьи и так далее. Поэтому важно чем-то заниматься, что может приносить деньги. И очень часто человек, который оказывается без работы, без возможностей, он начинает думать приблизительно так. Так, что делать? Все, у меня ничего не будет и так далее. Ну и здесь нужно задать себе первый вопрос: а что я умею делать? Второе: а как меня можно использовать? Третье: насколько я компетентен в том, чтобы что-то хотя бы делать? И тут же необходимо дать ответ. Вот смотрите, можно научиться или там получить образование, или обучаться работать в интернете. Допустим, там, как что-либо продавать в интернете, создание лендингов, создание воронки продаж, даже создание YouTube страницы, на которой там что-либо можно продавать. Можно быть менеджером по сбыту. Сейчас очень много компаний выехало, но многие компании потеряли своих работников, и на сегодняшний день действительно необходимы логисты, складские логисты, и руководители по сбыту, и просто люди, которые могут заниматься сбытом какой-либо продукции, и интернет-маркетологи. Этому всему можно обучаться. Сейчас, слава богу, эти все курсы, они бесплатные. В случае, если вам необходимо, начните уже этим заниматься. Также из-за того, что в Украине существует ряд платформ, таких как OLX, Prom.ua, Ukr.go и так далее, многие могут заниматься бизнесом по продаже или реализации, возможно, каких-нибудь поддержанных вещей. То есть можно вещь купить где-нибудь, там, подмыть, постирать, погладить и так далее, привести в нормальное состояние и после этого ее перепродать и так далее. Есть у меня знакомые, которые занимаются вот таким видом бизнеса, в общем-то достаточно удачно. Сейчас это востребовано, потому что многие люди не имеют возможности покупки дорогих вещей, и существует вот такой вот рынок. Одним словом, есть целые группы людей, которые специально создают такие курсы бесплатные. Эти курсы, их можно найти. Это
курсы «Как сделать бизнес в гараже», это курсы «Как начать предпринимательскую деятельность там, с нуля» и так далее. Все это выложено в бесплатном доступе в YouTube. Не теряйте время, обучайтесь. Помните, что услуги необходимы, там депиляция, эпиляция, нарастить, отрезать, я не знаю, этому всему можно сейчас обучаться и иметь всегда возможность быть и с деньгами и так далее. Встретился я с одним человеком, эта женщина, она юрист, причем очень высокого уровня и так далее. И она говорит, вот я сейчас без работы и сейчас не собираюсь работать, так как работала она в каком-то узком таком направлении. И говорит, ничего страшного, я набрала у своих знакомых детей, они все занимаются бизнесом, детей девать некуда. И я сижу дома с этими детьми за деньги. То есть у меня большая квартира, и я в этой квартире, мне привозят этих деток, и вот я со своей дочкой целый день занимаюсь этими детьми. Весело, Андрей Андреевич, даже подумываю, может мне в дальнейшем даже заняться этим бизнесом, так нравятся дети. Вы представляете, человек, который занимается юриспруденцией и который посвятил этому жизнь, даже он переключился и начал искать альтернативные варианты, возможности выживать в том мире, в котором мы живем. София, здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, какой курс ТФ пропить при диагнозе дисциркуляторная энцефалопатия 2-3 стадии исключительного генеза, вестибулотоксический синдром когнитивных расстройств. 73 года, извините, что не по теме вебинара задаю вопрос. Первое, что нужно делать, каждое утро выпивайте сок одного лимона и делайте очень глубокие выдохи со звуком хо, на вдохе хо и на выдохе хо. Также начните принимать препараты компании Дитарекс по 2 таблетки 3 раза в день, ДРРС 2 таблетки 3 раза в день и очень важный препарат ЕМА. 1 чайная ложка на 1 стакан воды, 3 стакана в день. За 1 месяц вы будете другим человеком. Чай Дитарекс и Гваргин можно при этом принимать на протяжении всего дня. Хочу напомнить, сегодняшний наш вебинар, он посвящен эзотерике, поэтому я буду стараться отвечать все-таки на вопросы, которые больше связаны с эзотерикой. Татьяна Немерченко, младший сын, хочет ехать в Словакию к другу, чтобы работать. Скажите, пожалуйста, получится выехать, хорошо ли там будет? Выехать получится, а вот хорошо ему там не будет, поэтому скажите ему об этом. Сергей Василенко, подскажите, скоро я найду свою половинку? Конечно, Сергей. Мужчинам, по-моему, найти несложно женщину, с которой хочется жить. Лишь бы была задача такая поставлена, и эта задача однозначно всегда реализуется. Аза Жанелидзе. Стоит ли мне переезжать из Грузии в Америку? Раньше жили там, достигли успеха. Спасибо большое. Аза Джанелидзе. Да, стоит. Аза, смело едьте. У вас действительно такая энергетика, которую принимает Америка. И в Америке вы будете успешными людьми. Там, где вы сейчас находитесь, тенденции роста бизнеса или такой вот беззаботной жизни или реализованной жизни у вас, к сожалению, не очень много. Наталья Андреевского. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В апреле спрашивал вас, когда безопасно вернуться в Николаев, Корабельный район. Вы сказали, что в конце мая мы вернулись, а тут активная фаза. Безопасно нам оставаться и переждать, опять выехать. И когда возвращаться, можете оставаться, не угрожает. Все в порядке. Огромное спасибо за руны. Когда приобретал, не думал, что они будут спасать. Александр Ефременко, вы тоже с Николаева, а я с Водопоя. Понятно, у вас знакомство сразу. Алена Нестеренко. Добрый день, Андрей Андреевич. Освободят ли украинские войска Херсон и Херсонскую область до конца июля? Скорее всего, да. Надежда Басевская. Дайте, пожалуйста, совет, чем мне или над чем мне работать в жизни. Полный тупик, на одном месте топчусь. Работаю над собой, по возможности занимаюсь, но глядя со стороны, то, к чему стремлюсь, даже и на шаг не приблизилась. Вы говорите отвлекаться, другие цели ставить. Попыталась изменить, другую цель поставила, меньше думаю о том, что привела мне школу. Но все-таки на месте. Скажите, смогу я дождаться исполнения своей заветной мечты? Человек, который стремится к мечте, особенно к заветной, обычно к ней не придет. Это связано с тем, что он очень этого желает. Вы должны знать, что чем больше этого хочешь, тем меньше шансов, чтобы это исполнилось. Именно поэтому я часто говорю, не ставьте себе мегазаветные мечты,
а живите просто обычной жизнью. Решайте какие-то плоские вопросы. Также вы должны знать, что мегазаветная мечта — это мечта, которая ставится один раз в год. То есть подумали о ней и забыли, и тогда она решается. Если заветная мечта — это элемент ежедневного проговаривания аффирмации, работы над этим, то, скорее всего, шансов ее исполнить не будет. Почему? Мега — это много и тяжело, поэтому мысль должна быть тяжелая, одна, монолитная, и энергия должна к ней крепиться. А когда человек каждый день делает мыслеформу, то это не объединенные между собой маленькие энергетические сгустки, которые превращаются в пыль, в туман и в дальнейшем не имеют отягощения астральной энергии. Из-за этого происходит вот такая тенденция, что когда человек хочет замуж или хочет крупную цель, достигнуть крупной цели, он ни в коем случае не должен об этом думать каждодневно. Если вы каждодневно и на протяжении дня еще 100 раз, то вам очень будет тяжело реализовать такую цель. Как реализуются цели? Если человек стремится к тому, чтобы у него было имущество, то он не должен думать о том, как это имущество должно появиться у него в жизни. Он должен просто начать заниматься делом, работой. Вот девочка говорит, там резюме и так далее. А я хочу сказать, есть люди, которые управляют миром, и люди, которые хотят давать что-либо этому миру. А есть люди, которые ждут, чтобы мир им давал, и чтобы этот мир им иногда подкидывал. То есть одни люди хотят брать, другие люди хотят давать. Мы сейчас находимся в период такого, наверное, необычный период трансформации в социуме, при котором люди, которые хотят брать, и люди, которые хотят, чтобы им предложили работу, чтобы их кто-то устроил, чтобы они сами устроились, чтобы там незначимо там работать и получать зарплату. Вот эти люди, они могут сейчас очень страдать. Но действенные люди, которые действуют, которые обучаются, которые постоянно что-либо делают, и это начинается, что я сделал для себя, что я сделал для близких, что я сделал в квартире, это будет тем, что может очень сильно подтолкнуть вас к тому, чтобы реализовалась ваша жизнь. Вам нужно, вы мечтали всю жизнь о своем собственном имуществе, о своем собственном жилье, о чем-то глобальном. У вас не получается, исходя из всего, там, зарабатывать, откладывать и так далее. Но желание огромное присутствует. Вы страдаете от того, что у всех есть, а у вас нет. Что нужно делать? Первое, забудьте о том, что вы этого хотите. Второе, начните максимально что-то делать дома. Сделайте маленький ремонт даже в той квартире, в которой вы живете. Поубирайте старые вещи, перестирайте, сделайте порядок. После этого измените обстановку, начните украшать то место, где вы находитесь. Начните ежедневно заниматься физическими упражнениями. По часу спортом, утром и вечером по 30 минут приседания и так далее. Точите свою фигуру. Занимайтесь изучением там языка, возьмите какое-нибудь хобби, пусть у вас будет все время какое-то занятие, вышивайте, пойдите на курсы, которые связаны там с подстриганием котов, подстриганием собак, начните заниматься ногтями. У вас есть ребенок, начинайте с этим ребенком каждый день заниматься логическими играми, изучайте вместе язык, просматривайте вместе что-то. Попробуйте снять какой-нибудь блог, такое видео, где вы будете показывать, как вы с ребенком или самостоятельно готовите какую-нибудь еду. Выложите это в YouTube и так далее. То есть делайте все для того, чтобы была деятельность. Это очень важно. И вы мне скажете, а при чем тут квартира? Если ежедневно заниматься деятельностью, любой абсолютно, но делать что-то для того, чтобы что-то делалось, и это то, что будет делать в виде там упражнений, для тех людей, кто рядом с вами, в виде там ремонта в квартире или еще что-то, даже не ваши, там занятия с детьми, то есть когда вы реализуете какую-нибудь энергию действия, то ваша задача, для кого это все будет сделано, будет решена. Поняли? Очень важно это. Екатерина Резун. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, сколько необходимо выполнять практику с эфирами из 6 ступени поднятия духовности и практики работы с сознанием? Выполняю ежедневно, 2 месяца ежедневно. Просто супер, изменение. Представляет, что же будет после 7 ступени. Обычно практики после 6 ступени необходимо месяца 2-3, наверное, практиковать.
можно дольше. Нет такого специального чего-то, это не физические упражнения, много очень нюансов. Ну, надеюсь, ответил на вопрос. Если вы считаете, что вы хотите проходить 7-ю, начинайте уже проходить. Любовь Таран, скажите, когда можно вернуться с детьми в Николаев, Корабельный район? Сил нет уже находиться в гостях у свекрови. Каждый день идут активные обстрелы. Активные обстрелы будут идти еще на протяжении, ну, не менее 2 месяцев. Но у вас конкретно, вот где вы живете, вам можно там жить, там плохого вам ничего не светит, вы можете ехать и смело там находиться. Галя Гаврушева, мой сын моряк, контракт отработал, когда у него будет возможность поменяться и вернуться домой? Ну, где-то через 7-8 месяцев аж. Марина Бешлер, что означает в Индии лимон, разрезанный пополам и посыпанный куркумой, лежащий по углам входного порога? Лимон и куркума, которая находится сверху, является элементом умилостливения тех существ, которые хотят зависти. То есть считается, что куркума с лимоном может предотвратить влияние на человека. Какое влияние? Вот, и кто ложит такие лимоны? Когда женщина считает, что кто-то на нее влияет, допустим, муж считает или жена считает, что какая-то женщина пытается, первое, соблазнить, совратить, или женщина понимает, что она работает у начальника, этот начальник все время хочет с ней там переспать. И хочет там, а она этого не желает и так далее. То есть происходит вот такое насилие. Либо человека насильно принуждают что-то сделать, влияя при этом с помощью или при помощи магии и так далее. То используют вот такой обряд. На входе или у порога в храм, или особенно храм Лакшми, или там Баладжи какой, ну, где-либо, и с просьбой, чтобы этот человек отстал возле ног или стоп божества какого-нибудь, выкладывают лимон, который присыпают куркумой. Куркума — это страсть, а лимон — это неприятно. Таким образом символизирует, что пусть тот человек, который хочет насилие сексуальное совершить по отношению этого человека, духовное насилие, сексуальное насилие, магическое влияние, пусть этому человеку не захочется это делать. Поэтому вот так и выкладывают, обычно возле угла. Увидела в магазинчике, владелец плохо говорит по-немецки, повторял «Гроссе Ауген», большие глаза, больше понять не удалось. Скажите, что это за ритуал? Ответил: беленького Валентина. Сын с невесткой очень хотят ребенка, но не получают. Все анализы в норме, обращались к эзотерическим советам, сейчас хотят делать ЭКО. Будут внуки, да. Анжелина Свит, скажите, пожалуйста, есть ли информация, что может означать то, что моя мама снится каждый день уже год, как после смерти дорогой ей вещи вроде нет, телефон остался, но я им не пользуюсь и уехала в другую страну. Если мама снится каждый день, то нужно устроить поминки по маме. Поставить тарелочку, сесть и сказать: мама, ты была такая хорошая, я тебя так всегда любила. Ну и после чего там приготовить блюдо, которое мама очень любила, поставить тарелочку одну для мамы, одну для себя, покушать, как будто она рядом с вами. После этого эту еду не доедать, которую маме посвящается, ее в кулечек сложить, положить в мусорку. Или второй вариант: взять продукты питания, хорошие продукты питания, и раздать нуждающимся людям со словами: это в память моей маме. Таким образом, ну и еще есть варианты. Можно в церкви заказать литургию во имя там покойницы такой-то такое, за упокой, чтобы покоилась, и чтобы покоилась с миром, чтобы ее ничего не беспокоило и так далее. Сейчас скоро это все закончится, потому что в день солнцестояния, который будет там 21 числа, уже покойники приходить не будут. Сейчас как раз до этого момента очень активная вот такая астральная фаза, и в этом году она как никогда такая мощная. Из-за этого большое количество у людей психических отклонений, нервозов, там, паник, приходят, видно, очень мертвые приходят и так далее. Ну, ничего страшного. Сделайте так. Валентина Козырева. Здравствуйте, Андрей Андреевич, моя пациентка относится очень плохо с меня, ненавидеть мне.
Отличные обороты. Сказано это с моей эзотеричной практики или потому что она демента и пьет каждый вечер вино? Скорее всего из-за того, что она имеет деменцию. Дело в том, что люди с деменцией это люди с проявляющимися такими элементами, которых у обычного человека нет. Это может быть раздражительность, нетерпимость, отсутствие анализа. Ну и обычно это происходит еще и по принципу такого агрессивного поведения. Они же не помнят, что они вчера это делали. Ну а если еще и вино человек пьет, обычно при деменции назначают там мамантины, препараты, которые могут поддерживать там состояние восприятия мира окружающего. В случае, если она эти препараты не принимает и страдает деменцией, еще при этом принимает вино, то можно сказать, что ей будет хуже и хуже и хуже. И люди, которые будут находиться рядом с таким человеком, они, конечно же, будут от этого страдать. Ну и, конечно, если вы тот человек, который за ней смотрит, не верьте в то, что она говорит вам, не верьте в то, что она плохо относится. Это не она в этот момент разговаривает, это разговаривает с вами болезнь. Бывает такое. Юлія Булаткіна. Тепер мене турбує лише одне. На слідуючий рік сину потрібно поступати до вузу. Чи потрібно мені з синами їхати за кордон, щоб отримати хорошу якісну освіту? Чи краще залишитись в Україні? І якщо так, то чи добре нам переїхати до Мюнхена? Там є інститут, куди хоче вступати син. Якщо ваша дитина вміє розмовляти німецькою і дуже гарно вчилася, то можете переїжджати. Але ви повинні знати, що вивчання в німецькому вузі буде коштувати дуже багато. В Мюнхене это может стоить от 8 до 27, наверное, тысяч евро в год. То есть, если вы готовы выплатить эти деньги, то приплюсуйте к этому еще общежитие. Это будет где-то 1500–2000 евро в месяц. Содержание, это тоже недешево будет в Германии, ваше проживание и так далее. То есть, если вы готовы каждый месяц выделить на обучение своего ребенка, его жизнь где-то 10 тысяч долларов, 120 тысяч долларов в год, ну хотя бы 100 тысяч долларов, тогда можете переезжать. Если этих денег у вас нет и вы думаете, что вы туда поедете и найдете эти деньги, то так рисковать не нужно. Если есть, конечно, получить образование ребенком за границей гораздо лучше, чем получать. Опять-таки, если вы собираетесь там находить работу, находясь в Германии, обеспечивать ребенка, и вы раньше этого не делали, не совершайте ошибок, потому что вы, скорее всего, очень сильно ошибетесь. И, ну, поверьте, заработать деньги украинцам на территории Украины гораздо легче, чем зарабатывать деньги украинцам, которые проживают на территории Германии. Хотел бы вам сказать, просматривая вас, скажу вам однозначно, оставайтесь в Украине, пусть проходит или обучается в Украине. Наталья Викторовна, хочу пожелать вам и вашей семье здоровья, искренне дякую, что вы даете нам, что мы мантры ступени РТЕ, только учись. Вы наш солнышко, сильный луч для нас, учеников. Спасибо, Андрей Андреевич, добра и мира. Спасибо. Валентина Эрт. Как вылечить спину и колено? Очень болит. Вам эзотерический метод? Ну тогда слушайте. Для того, чтобы вылечить спину или колено, которое очень болит, нужно на протяжении дня представлять, будто у вас из головы вверх бьет золотой фонтан жидкости, прям золотистого цвета из головы, 5-10 раз в день. Произносить на вдохе-выдохе слог «нам» на вдохе и «тха» на выдохе, а места, где болит у вас спина и колено, обмотайте или обвяжите зеленой нитью и зеленой материей. Также в случае, если вы будете носить на себе вот такую зеленую материю, зеленую нить и так далее, старайтесь ее не снимать длительное время, но активация вот этой материи и нити очень происходит мощно в случае, если человек произносит слога для восстановления хрящевой ткани, коленных суставов и так далее. Это слог «нам» на вдохе и «тха» на выдохе. Я Габедава. Здравствуйте, уважаемый Андрей. Моя дочь в этом году создаст счастливую семью. Конечно. Скорее всего, даже не в этом, а, наверное, уже и в этом, и в следующем. Ну, скорее всего, не семью, но отношения.
Лора Кравчук, дякую вам за школу, за ваші СНГ, Шимон Андрійович. Я стараюсь займатися кожен день, стараюсь слідувати принципам школи Кайлас. Та тільки запланую, наприклад, закрити кредитку, відразу стається якась халепа, то син захворів, то попала в лікарню, як якесь замкне коло. Ніби зробила, а потратила на очікувані проблеми, що зі мною не так. Вся проблема ваша заключается в том, что человек должен знать, что существует два принципа везения. Это везение и антивезение. Дело в том, что как везет человеку, то точно так же и не везет. С чем это связано? Смотрите, что такое везение. Допустим, есть поезд. И этот поезд, он должен уйти в 8 часов вечера. И человек, который везучий, приехал на 15 минут позже, и поезд этот не уехал, он почему-то там на 15 минут застоялся на перроне, этот человек везучий сел и уехал. А человек невезучий, он приедет вовремя, но поезд уедет раньше. И с чем это связано? Это связано с тотальным проявлением наших эмоций, которые есть на протяжении нашей жизни. Эти тотальные эмоции связаны с тем, как мы воспринимаем окружающий мир, то есть у нас радость или нет у нас радости. Если на протяжении целого дня вы не испытываете состояние радости, вас ничего не удивляет, и вы, в общем-то, угрюмый человек, то у вас включается антивезение, и вам будет не вести. Почему? Потому что если угрюмость, то тогда вам будут давать угрюмость, которая будет создавать угрюмость. А если радость, то тогда будут создаваться события в виде вот таких событий, которые будут создавать радость. Вот и ответ на ваш вопрос. Почему происходит так, что человек, отдавая, не может, отдавая кредиты, появляются новые дыры, а это тоже имеет определенное значение. Вы находитесь в эгрегоре, который вот вас затянул. Это эгрегор деньги. Я об этом очень широко рассказываю, почему вы не знаете, я не знаю, в своей первой ступени школы Кайлас. И очень там подробно как раз объясняю, почему именно отдавая деньги, мы вновь попадаем в долги и как с этим справляться. Там я объясняю, что единственный вариант выхода из этого эгрегора и вообще выход из эгрегора — это отдавать больше и радостно это делать. Поэтому я понимаю, что вот сын захворел, попала в лекарню и так далее. Нет денег, старайтесь больше денег отдавать. Нет денег, старайтесь больше денег потратьте на какую-то прям нереально ненужную вещь, какую-нибудь там дорогую там картинку, я не знаю, там и так далее. Есть второй вариант, это пост. То есть для того, чтобы выйти из эгрегора, можно пропаститься. То есть выбираете 2 дня в неделю, это понедельник и четверг, или вторник и четверг, и посвящаете эти дни тому, чтобы вырваться из вот такой халепы, как вы сказали. Почему? Скорее всего, вы находитесь в некой такой ментальной системе, в которой для того, чтобы выйти из чего-то, вы должны пройти путь стенаний или стяжательства. Если у человека все хорошо и что-то плохо, то тогда это долг. То есть вы этот долг должны кому-то за что-то. И вы этот долг можете выплатить дополнительным стяжанием. Каким? Болью, страданием или голодом. Поэтому вы берите день и говорите: сегодняшний день я посвящаю тому, чтобы выйти из страданий и своих долгов. И целый день с благодарностью ничего не едите, допустим, в четверг. Если не получается, то и в понедельник или во вторник, и в четверг. Это проверено, 100% работает. Итак, если вы оказались на таком пути или в такой точке, при которой прям очень тяжело вам, и денежные проблемы вас мучают, одни и те же ситуации происходят, очень тяжелые отношения в семье, не знаете, как это все решить, знайте. Это кармически называется долг. То есть вы что-то сделали, как-то поступили, родители как-то поступили, или что-либо в этом мире произошло так, что вы стали должными каким-либо силам. И этот долг можно отдать только болью вашей персональной. Поэтому такую боль можно для себя создать в виде, я это называю, стяжательства. Стяжательство может быть физическое, когда человек там, вот я в свое время старался отдавать физически. И в те дни, когда голодал, я старался физически очень много там заниматься. То есть шел в тренажерный зал, самое неприятное упражнение какое-либо начинал делать. То есть там либо бежал, либо ехал так, чтобы потеть и так, чтобы болело все, чтобы аж мышцы трещали.
Это решало вопросы всегда. То есть вот один-два или там 1-2 месяца вот такого стяжательства, 2 неделю, решало вопросы, которые, по моему мнению, никогда не должны были решиться. Я могу сказать, что 100% это работает. Олюся Квиточка, скажите, пожалуйста, в какой отрасли искать работу? Пожалуйста, скажите. Не знаю, Олюся Квиточка. Галина Тучинская-Матвейчук. Что делать, когда болит поясница, больно подниматься? По лестнице бедро болит, много принимала препараты. Спасибо, Андрей Андреевич. Ну, сегодня рассказал по поводу того, что делать, если болят суставы. Если суставы болят, первое, что нужно делать, отказаться от мясной пищи, отказаться от сладкой пищи, начать худеть, перейти на вегетарианскую пищу. Второе, для того, чтобы убрать калиево-фосфорные соединения, уратные новообразования, пурины, которые есть в крови, нужно принимать, ну, опять-таки, хочу сказать, что это не медицинский совет, принимайте по 10-15 капель нашатырного спирта на стакан воды. Это уберет высокую кислотность крови, перестанут формироваться и появляться пурины, ну и облегчит ваше состояние. Натирайте сторону, которая у вас болит, уксусом 2-3 раза в день, обычным яблочным. Третье, старайтесь делать медовый массаж. Делать его очень несложно. Берете, натираете бедро, которое у вас болит, медом, наливайте теплую воду в бутылку от кока-колы, закрывайте крышку и вот так просто катаете эту бутылку по тому месту, где у вас болит. Делайте это 2 раза в день. Но делайте долго, от 30 минут и до часа. Потом мед, который на ноге, он прилипает к бутылке постепенно. И после этого, ну, буквально 7-8 дней начнете это делать. На 7-8 день заметно увидите, насколько заметно улучшится ваше общее состояние. Марина Брайт. Здрасте, компания, на которой я работаю, организовала переезд за границу. Сейчас нахожусь в Польше и продолжаю работать. Браво. Сомневаюсь, может это шанс уволиться и найти работу за границей с лучшей зарплатой, так как есть теперь здесь разрешение на работу. Посоветуйте, как поступать. Правильно делаете. Пытаюсь развивать свой бизнес, и это тоже правильно делаете. Да, вам действительно хорошо уволиться, найти другую работу. Хорошо развивать свой бизнес, все будет получаться. Вы умница, жизнь ваша развивается хорошо. Любовь Зубенко. Спасибо, что есть. Счастье, нашла ваше учение, школу, когда появится питьевая вода в кранах Николаева. Не меньше, чем через месяц или даже 1,5. Очень тяжелая ситуация с водой. Диана Назарова. Моей родственнице женатый мужчина делает приворот. У них общий ребенок. Я снимала приворот по вашей методике. Он делает снова. Теперь вы знаете, как убрать приворот. Берете лимон, режете его напополам, сыпите куркумой, ложите там, где ваша находится женатая родственница, при входе в дом, помещение, квартиру, в спальню и так далее. И говорите, пусть отпадет от нее. И все, и приворота такого не будет. Как избавить от этого рабства? И отпустит ее. Самый простой метод. Представляем женщину, представляем, будто из ее половых органов вытягиваем змея с лицом того человека, который делает приворот. И вот так ногой давим такого змея, растаптывая его, и отбрасываем от этой женщины. При этом обязательно женщину предварительно необходимо запечатать со словами «Махум Хахухрим», поставить символы скрещенного ваджра с 6 сторон. Ну и при самом обряде желательно всего заключить такую женщину в шестиконечный пентакль. Ну, если вы ученик школы, наверное, знаете, о чем я рассказываю, о чем я говорю. Людмила Петрова, у меня к вам вопрос, просьба. Как делать так, чтобы внучка через месяц, ей 3 годика, бросила брать пустушку? Мне в свое время помог обычная зеленка. Взяли зеленку, эту зеленку окунули, в зеленку окунули пустушку, и когда она высохла, дали ребенку. Ребенок ее подержал, там 1 раз лизнул, и после этого отбросил, и уже брать не хотел. Точно так же было с грудью. Хотел грудь сосать, после этого смазали грудь зеленкой слева и справа. Когда подходил, мама говорила: «Вава у мамы болит, не нужно». И вот он походил, говорил: «Вава, да», и бросил тоже. Ну вот таким образом. Пустушку безопасно
сосать долго, это безопасно. А вот соску опасно. Именно поэтому на пустушку не обращайте внимания, в этом ничего такого нет. Также пустушку нужно заменять процессом жевания. Поэтому чем больше ваш ребенок на протяжении дня будет чего-либо жевать, тем быстрее он отменит сосательный рефлекс. А когда ребенок жует, ему необходимо давать ложечку, давать твердые продукты в виде там семечки, чипсы какие-либо, там вот такую, что-то такое, где он не будет глотать, а будет учиться жевать. Если будет жевания много на протяжении дня, то автоматически сосание будет неинтересным. Вот так где-то. Здравствуйте, моя 15-летняя дочь при росте 172 весит 47. Понятно. И при этом говорит, что хочет похудеть. Тоже понятно. Ей не нравятся щеки. Тоже понятно. У нее ограничивает себя в еде, хотя прекрасно понимает, что это плохо. Любит людей любой комплекции, наверное. Как можно купить тренажер или шум, чтобы можно было убрать эту навязчивую идею? Берете кожуру граната. Берете гранат, чистите кожуру, берете эту гранатовую кожуру, перетираете ее в порошок, добавляйте в компот или в чай. Поете своего ребенка, и она ничего не сможет сделать, что бы ни ела, от всего будет поправляться. Поэтому можете не переживать, будьте вот так вот хитрее. Кожура граната, она действительно располагает к тому, чтобы человек поправлялся, чтобы у человека появлялось желание кушать и появляется желание вот такого голода. Не сможет ничего с собой поделать, будет обязательно кушать. Эзотерически никак не убрать, это психологическая проблема. Вы дистанционно как мама ничего не сделаете. Вымаливайте, помните, я говорил. Мария Хорцева, скажите, выйду замуж в этом году, обращаюсь много, а в этом нет. А в начале года на мои документы без моего ведома некто взял кредит, а в разных кредитных организациях полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Если полиция отказалась возбуждать уголовное дело, а доказано то, что у вас без ведома взяли, то тогда не все так просто. Считаю, что в данном случае немного вы все-таки лукавите. Какие эзотерические методы использовать, чтобы решить данную ситуацию? Используйте метод свечи. Подруга живет возле Энергодара, спрашивает, когда их освободят. Через, наверное, аж к осени, да, не быстро. Надежда Мурша. Похоронили папу 20 дней назад, я его вижу и вижу, будто в мыслях разговариваю. Нормальный человек, у меня нет шизофрении. Вчера племянницу хоронили. Когда выгружали цветы, я будто увидела племянника живым. Да, это часто видят, и я вижу такие вот моменты. Улыбается молча, ни в первом, ни в втором не ощущала страх. Да, это вы видите, умерших людей такое есть. Дочь мне сказала, это мое воображение, но мысли совпали с воображением. Связано ли это с эзотерикой? В случае, если вы видите папу, или видите умершего брата, или там племянника, или еще кого-либо, не обращайте на это внимания. Даже открою вам тайну, многие люди это видят. Но как определить, вы болеете или нет? В случае, если эти люди начинают вас донимать, они дергают вас, ночью приходят, садятся рядом, вас это пугает, беспокоит, начинаете что-то слышать, тогда необходим психиатр. В случае, если вы просто увидели, и это не происходит ежедневно по 50 раз и не имеет навязчивую форму, то тогда это связано с эзотерикой, вы просто видите умерших духов. Не стоит этого бояться, обычно умершие, они через время исчезают, а когда человек приходит, то мы его можем видеть. Очень часто ученики школы спрашивают: Андрей Андреевич, вы говорите, что после смерти люди перерождаются. Я хочу сказать даже больше. После смерти люди перерождаются не только в прошлое, не только в будущее, а еще и в прошлое. Дело в том, что одни люди могут перерождаться в будущее и быть в будущем, переродиться и быть человеком. А есть люди, которые перерождаются в прошлое. Именно поэтому те люди, которые ведут себя как средневековье, после своей смерти вновь будут рождены в Советском Союзе или во времена царя Панька. И это такая особенность. Просто Будда сказал, что перерождаются только в будущее. На самом деле это не так. Человек перерождается и в будущем, и в прошлом. И ограничений в этом нет никакого. Тогда вопрос, кто же эти люди, которые приходят к нам в случае, если наши родители или наши близкие уже переродились? Что это такое? На самом деле это некий энергоинформационный оттиск к жизни этого человека, дополнительная энергия или оболочка информационная. Человек переродился, его душа переродилась, но вот такой оттиск, он называется или имеет название привязанного при жизни свободного двойника и отвязанного после смерти свободного двойника. Это полная копия или дубль человека, который может находиться еще длительное время на
в энергоинформационном поле и даже контачить с вами. Он не имеет системы анализа, отчасти не умеет думать, но подсказку может какую-нибудь создать, связанную энергоинформационными рефлексами. Там может быть развитый чувственный интеллект у такого привязанного двойника или вот у такого существа. Ну и, конечно, если такие люди в виде духов, умершие люди в виде духов приходят и говорят о чем-то или там что-то подсказывают, то можно считать, что это фактически хорошее знамение или что-то, то, о чем говорит этот человек, следует к этому прислушаться. Тетяна Ілюца, хочу запитати вас, чи можна виконувати практики та читати коди? Чи проходите СНГ з відкритим балконом і вікнами? Так, можна, а вже ж. Зараз дуже гаряче. Дякую вам за працю та доброго, яке ви несете людям. З повагою до вас, ваша учениця. Будь ласка, хай все у вас выходит. Алина Сан. Я сейчас нахожусь в Польше. В Киев ехать очень боюсь, хотя я работаю онлайн из Польши. Скажите, правильным ли будет мой выбор остаться временно жить и найти работу в одной из стран Европы? Нет, скорее всего, Алина, вам в дальнейшем хорошо было бы приехать обратно. У вас здесь хорошая судьба будет в стране. Вот так. Алена Тегетаева. Мама и сын никуда не хотят выезжать из Харькова. Нужно ли мне самой уехать или оставаться с ними? Оставайтесь все вместе и будьте все вместе. Вам и вашей семье ничего не угрожает. Галина Тутино. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе рейки. Так ли это, как они пишут, и о холотропном дыхании Ребёфинга? Все за и против. Отлично. Итак, по поводу рейки я могу сказать вам, что я не знаю. В случае, если я тоже занимался рейки когда-то, или рейка правильно, то есть представлял символы, работал с этими символами и так далее. Я могу сказать, что есть эффективнее символы, есть гораздо эффективнее методы, которые я преподаю в своей школе. Ну и не вижу смысла менять те методы, которые я даю в школе, которые сверхэффективные, на методы, которые есть в рейке, которые там 100 лет уже кто-то практикует и которые малоэффективны. Но из-за раскрученности вот они имеют такое место. Опять-таки, сама система в рейке устроена так, чтобы втягивать человека или заставлять человека, или там имеет рейтинги, имеет иерархию и так далее. Ну и в случае, если вы занимаетесь рейкой, то вам очень часто попадаются внушения. То есть вы себе внушаете, что это так, внушаете, что вы помогаете и думаете, что это так и так далее. На самом деле это немножечко не так. Очень часто это связано просто с самообманом. Опять-таки хочу однозначно сразу же сказать, что я не противник и не поклонник рейка. Мне лично, персонально все равно. То есть хотите заниматься — да. Не хотите заниматься — нет. Рекомендую ли я или нет — да вообще все равно. Поэтому я не считаю эту систему для себя применимой. Я считаю, что мне лично это было не нужно и неинтересно, и много я нашел минусов. А вы там как хотите. Так, опять-таки, только мое мнение. По поводу холотропного дыхания. Холотропное дыхание — это дыхание, в ходе которого человек имеет возможность говориться об этом, вернуться к истоку своей жизни. То есть пройти в обратном направлении, свою жизнь. Для чего? Считается, что в случае, если человек проходит в обратном направлении свою жизнь, то он может не совершать те ошибки, еще раз пережить те ситуации и так далее. Со своей стороны хочу сказать, что помимо того, что есть вот такая философия холотропного дыхания, Ребёфинга, существуют определенные закономерности самого дыхания, которые связаны с перенасыщением кислородом крови человека. Когда происходит перенасыщение кислородом, то происходит перезапуск основных функций, происходит увеличение активности или запуска, увеличение активности оксидации, увеличение активности, наверное, энергетической.
Сам по себе ребёфинг — это несложная система. Человек делает глубокие вдохи и выдохи, постепенно это увеличивая или ускоряя, при этом мысленно представляя, будто вдох он мысленно представляет на уровне ступней, выдох на уровне головы. Сейчас. Наоборот. То есть вдох на уровне головы, выдох представляет, будто сквозь тело этот выдох идет и выходит на уровне ступней и так далее. Таким образом происходит еще и такая, наверное, психосоматическая работа по анализу элементов расслабления своего тела по принципу активного такого дыхания. Оно в действительности создает в дальнейшем условия активации таких паттернов, как говорят там, или замкнутых таких мест, где по идее накапливаются какие-либо проблемы и так далее. Могу сказать, что на 100% уверен в том, что человек, который хотя бы один раз в жизни провел или прошел курс ребёфинга без индукции, то есть человеку не навязывали какие-то идеи, не навязывали его там движения, воспоминания, а пассивно, то есть подышал пассивно там час и после этого поспал 10 минут. После каждого такого дыхания вы должны быть готовы к тому, что ваша жизнь изменится. Не всегда в хорошую сторону, но изменения будут однозначно и 100%. Если у вас в жизни застой, если вам некуда двигаться, если вы не знаете, чем вам в жизни заниматься, сделайте практику ребёфинга. И второй, уже такой толстый минус, он заключается в том, что обычно ребёфинг проводят люди, которые называют себя, наверное, там, кондукторами, я не знаю, там, адептами или сопровождающими этот ребёфинг и так далее. И очень часто эти люди даже четко не понимают, что происходит с человеком, при этом берут на себя ответственность навязывания этому человеку, как индуктор или передающий человек информацию, навязывая те воспоминания, которых у человека не было. То есть, а вот твоя мама, есть мама. Ну, конечно, если человек говорит мама-мама, он будет видеть маму-маму. Именно поэтому, как сказал Джон Леонард, основатель ребёфинга и холотропного дыхания, я могу сказать, что он говорил о том, что все-таки без навязанных таких идей, без сопровождающего человека, который будет вести его как психолог или там психиатр, может быть, даже такой неправильно, наверное, все-таки психолог. Такой вот адепт, который должен сопровождать, от него очень много зависит. И там очень много есть нюансов, потому что мозг в этот момент отключается, человек впадает в состояние вот такой прострации, и это дает возможность просто влияния, как говорилось в книге, влияние на подсознание. Подсознание является своего рода соединяющим мостом, как сказал в свое время Юнг. Он сказал, что подсознание — это мост, который соединяет сны и реальность. И влияние на такое подсознание или на вот этот мост может повлиять на чрезвычайное изменение личности человека. Как может происходить изменение личности человека? Я уверен и убежден в том, что в случае, если человек имеет личность хорошую и человек добрый и теплый, то, скорее всего, при формировании его доброты и при формировании его хорошего отношения к людям, где-то первопричиной этого сформированного отношения могло быть травмирующая ситуация. Допустим, в случае, если человек очень добрый по отношению к людям, то, возможно, где-то когда-то его там воспитали в этом направлении физически, или была травма и так далее. Вот что я начал замечать в свое время. Когда люди начали заниматься расстановками по Хеллингеру, начали заниматься техниками ребёфинга, начали заниматься всевозможными нейролингвистическими системами, их там, слава богу, хватает миллионы, дианетикой, я начал обращать внимание на то, что такие люди, они изменяли, да, они выглядели счастливыми, да, даже в бизнесе у многих людей улучшалось состояние, но я переставал узнавать тех хороших людей, которых я знал раньше. То есть почему-то в большинстве своем эти люди были, или у этих людей очень портился характер, и они становились более грубые, может быть, более бесчеловечные, более безэмоциональные. И я задался вопросом и подумал, почему так происходит. Это понятно. Потому что в школе там человека там обижали, но он смог найти в себе силы быть добрым человеком. И
поставил это для себя приоритетом. А потом энергетически убрали вот такой элемент насилия. И навык, который произошел после того усилия, а навыком было то, что этот человек стал добрым человеком и таким человеколюбивым, он исчез, этот навык. И человек потерял целый пласт, наверное, долго нарабатываемый им чувственного интеллекта. И вот этот пласт чувственного интеллекта, он из-за того, что мост этот или первопричина была уничтожена, он просто отпал. Поэтому, когда у человека убирают что-то плохое, должны знать, что за чем-то плохим шло что-то глобально изменившее судьбу в хорошую сторону. Так, обижая человека в школе, возможно, человек стал не хуже, а лучше. И если убрать вот такой пласт, где его обижали, и убрать его из воспоминаний, то человек может очень измениться не в самую лучшую сторону. И это во многом ответило вот на мой вопрос такой, почему люди, которые проходят семинары, связанные с вот такими ситуациями, по идее, думая о том, что да, убрать то, что мешает жить, можно, но теряя при этом огромный интеллектуальный пласт осознания, почему это происходило. Ведь любая плохая ситуация — это школа жизни, человек ее переосмысляет, с ней сражается, находит решение. И убирая такую первопричину и плохую ситуацию, мы убираем целый пласт познания и сформированного чувственного интеллекта. Надеюсь, ответил на вопрос ваш. Не знаю, как-то куда-то уплыли туда. Марина Брайт. Мне уже... А сейчас я в Ютубе посмотрю. Вы вообще идет вебинар или нет? Пока я занимаюсь сейчас поиском вебинара в Ютубе, хочу вас пригласить. Завтра пройдет второй семинар из цикла Сангая 75, которое будет посвящено привлечению в жизнь материального благополучия, денег и так далее. Поэтому приходите завтра на Сангая, будет очень интересно. Авторская программа, я такого раньше не видел, я раньше такого не делал. Кто был на 74-м Сангая, наверное, знаете, о чем я говорю. Действительно будет очень интересно. Обязательно приходите, завтра будем все вместе работать. Дальше отвечаю. Ага, есть все-таки вебинар, я его вижу. Влад спрашивает. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, что мне делать? Купил новый кошелек, а со старым не знаю, что делать. Или сжечь, или выбросить. Можете просто выбросить. Не надо не сжигать ничего. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Символы некоторые висят на стене, стоят на алтаре. Приезжают гости, смотрят, будут они работать? Будут, да. Марина Брайт. Мне 26 лет уже. Нет, зайчик мой. Вам только 26. А уже 80 может быть. Вот когда мне уже 80, то тогда есть где почесать пальцем, знаете. А когда мне 26, то поверьте, это не уже, а пока. Мне еще только 26 лет. Девочка, что с вами? Мне еще только 50 скоро. Мне уже 26, но своей семьи нет. Вам только 26, а хочется деток. Милая моя, вы выйдете замуж, смотрю на вашу фотографию, прекрасная, молодая, красивая девушка. Все в порядке, не торопитесь. Скажите, когда мне удастся. На протяжении 2 лет и 3-4 месяцев. Мужчин вокруг меня нет никаких. Знаете, я когда-то поехал с отцом на рыбалку. И вот мы сели с ним на рыбалке и закинули удочку. И на другой стороне люди начали ловить вместе с нами. И там тоже был молодой парень. И он ловил прямо одну за одной и ловил маленьких рыбок. Наверное, наловил целое ведро. А у нас не клевало. Но мой отец стойко, упорно с этой удочкой сидел. Доставал крючок, стягивал этого червя, выбрасывал. Потом одевал нового, плевал, забрасывал. Я говорю, может, нам надо пересесть на ту сторону и там ловить рыбу. Смотри, папа, у них там все ловится. Он говорит, у них ловится мелкая. Мы пришли за большой, за крупной. И да, мы поймали 3 вот таких больших, с таким ртом рыбы. И ехали домой, я понял, он был прав, у него была задача. И эта задача была не выловить
много мелкой рыбы, а поймать большую. И он эту задачу реализовал, потому что он был, ну, наверное, разбирался, а я в этом ничего не понимал. Мне хотелось дергать, чтобы там поплавок дергался, а ему хотелось, чтобы на столе лежало 2-3 больших рыбины. Мама ее пожарила потом с кукурузной мукой такой, очень вкусно было. И к чему я это говорю? Это для вас, Марина. Есть девочки, которые хотят мелкую рыбу. Найдите одну свою большую, навсегда верную, любимую и так далее. Не торопитесь. Если уже одна клюнет, то поверьте, так клюнет и так занесет, что на всю жизнь. Поэтому нет никого, ну и нету никого будет. Удается знакомиться только в интернете. А что в интернете? Дмитрий Андреевский. Сейчас основной работы нет, нужен дополнительный заработок. Чем нам с женой заняться, чтобы это приносило доход? Я в своей компании сейчас разработал средства. Их будет там 7 или 8 штук. Это всевозможные моющие вещества. Это моющие вещества там, для плиты, там, для стен, для полов и так далее. Вот сейчас мы это все запускаем, пенки какие-то. Ну, это бытовая химия. Она очень хорошего качества. Используются новые new технологии. Я их назвал технологии, которые связаны... Да какая разница? То есть я убрал те мочевину, ну там какая разница в общем. Очень интересные получился в итоге продукты, они действительно очень уникальны и моют, и отмывают и так далее. Ну и сразу же такой вопрос, вот занимаясь этим бизнесом давно, я начал задавать себе вопрос, ну, нужно это продавать и делать это по принципу формирования маркетинговой системы самого производства и продаж. То есть какой маркетинг? То есть это руководитель отдела продаж, после этого это руководитель там, отдела сбыта и так далее. То есть который будет находить коммуникацию, с кем-то общаться, где-то договариваться и так далее. Ну и я решил найти таких людей, которые... скорее всего, по моему мнению, ищут такую работу. И после чего я начал искать таких людей. И что? А таких людей нет. Почему? Потому что эти люди все с работой. Потому что заинтересованы компании, чтобы такие люди на кого-то работали. Ну и вы представляете, я столкнулся с тем, что действительно, несмотря на то, что в стране есть такие проблемы, люди, которые умеют хорошо продавать, умеют предлагать, умеют создавать, умеют что-то делать, эти люди всегда как были востребованы, так и востребованы сейчас. Зачем я это вам все говорю? Почему я это говорю? Смотрите, попробуйте начать с образования себя, попробуйте посмотреть, как можно что-либо продавать. Есть курсы, которые называются «Продажи через интернет», «Быстрые продажи», коммерческие продажи, продажи по телефонам. Также есть такие курсы, они называются складская логистика, они называются там транспортная логистика и так далее. Вот эти виды бизнеса, они востребованы, несмотря ни на что, и востребованы всегда. Пройти эти курсы несложно, зато можно постоянно иметь какую-то стабильную работу, доход и быть на плаву. Подскажите, какую мантру можно читать, чтобы вопрос решился положительно? А вы запомните, если я ее скажу? Читайте мантру Ваджагуру. Ом Ахум Ваджагуру Падмаситхихом Хрима Хариниса Пупуруру Чубар Мигосол. Пожалуйста. Наталя Броварник. З радістю слухаю ваші вебінари, навіть до декількох разів замовляв ТФ. У травні ви казали, що буде получати, заробляти на приготуванні обід зараз, так і роблю, але почалось літо, ж більше п'ють водичку, чим обідають. Скажіть, будь ласка, як правильно зробити, готувати далі чи підпрацювати продавцем на літо? Готуйте і торгуйте, буде у вас все получатись. Дякую вам за ваши хорошие порады, ценные знания. Все супер. Начните делать что-то, что можно продавать, допустим, там печенье, там какие-то сухие завтраки и так далее. Вот, чтобы это можно было продавать. Олександра Сікорська, дякую вам за прихисток та знання, отримую кожен день. Хочу запитати про сон, який бачили. Мені приснилась гілка, символ, потім з'явилось дерево без листя, теж графічні сходи біля ствола цього дерева. Дякую за відповідь. Дерево это обычно связано с здоровьем человека. Дерево это здоровье. Когда сохнет дерево, нужно обратить внимание. Когда сверху видите звезду, то это путь
путь решения. Таким образом, можно сказать, что сон, в котором вы видите сухое дерево, которое говорит, видимо, о каких-то болезнях или драмах, или каких-то нерешабельных ситуациях, и звезду, которую вы увидели, это найдете свой путь, по которому начнете двигаться, это будет решением ваших задач, которые связаны и со здоровьем, и с вашей жизнью, и с вашей семьей, и со всем остальным. Юргита Казаневичене. Здравствуйте, если можно, подскажите, чем заниматься, чтобы улучшить жизнь. Занимаюсь пошивом одежды, с продажами не получается, панически боюсь продавать. Если человек чего-то панически боится, то он именно этим и должен заниматься. Поэтому панически боитесь, обучайтесь и продавайте. Пока не преодолеете в себе вот эту панику, того, что вы хотите добиться, не добьетесь. Всегда помните, что путь между успешным, отличие успешного человека от безуспешного, оно есть. Оно заключается только в том, что успешный человек на протяжении своей жизни многократно преодолевает только лишь одно качество. И это качество свой страх. Если человек ежедневно на протяжении нескольких лет преодолевает свой страх, то он будет и богатым, и успешным, и счастливым, и так далее. Единственное, что делает человека безуспешным и неудовлетворенным своей судьбой, это наличие страха, культивирование своего страха и перекладывание желания побороть свой страх на плечи другого человека. Поэтому преодолевайте свой страх, преодолевайте свои страхи, делайте все, чтобы делать наоборот, то больше чего вы боитесь. Найдите то, что вы больше всего боитесь делать в вашей жизни. Начните это делать, жизнь изменится на 100%. Эти слова я в свое время сказал своей подруге, которую звали Лариса, которая из Полтавы. Мы с ней встретились, она там очень знаменитая жена знаменитого мужчины. И она говорит, все хорошо, я обожаю своего мужа, обожаю своих детей, я вообще обожаю свою работу, все в моей жизни. Но у меня есть какая-то неудовлетворенность жизни, такое ощущение, как будто я вот не чем, что-то не так. Я говорю, Лариса, а почему ты не ездишь за рулем? Она, Андрей Андреевич, вы что? Я вообще боюсь руля, я боюсь водить автомобиль, мне страшно, у мужа аж там их 3, а я боюсь, и для меня вы что? Я вообще боюсь. Я ей тогда сказал, Лариса, хочешь изменить свою судьбу? Да. Начни, садись за руль, проходи курсы и начни ездить за рулем. Хотя бы год отъездишь и... Я ее увидел недавно, это было вот буквально неделю назад. И она приехала на автомобиле, и я говорю, как изменилась ваша жизнь, Лариса, до момента, пока вы сели за руль и после. Она мне сказала, я помню наш разговор, огромное спасибо, потому что я прямо нашла для себя. И это очень изменило мою судьбу и отношение мужа ко мне, и отношение меня к себе и так далее. То есть то, чего я очень сильно боялась, я это преодолела. Это огромный паттерн. Найти в себе огромный паттерн страха, это значит найти в себе возможность стать очень удовлетворенным в своей жизни человеком. Найдите то, что вы боитесь, сделайте это 100%. Если это не разрушает здравый смысл и не вредит вашему физическому здоровью и жизни. А что висим мне? Ника, здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за помощь и поддержку, берегите себя. Сангая, магия Египта, занималась изготовлением больших цветов. Получится хорошо зарабатывать или другое? Получится, делайте. Дочка хочет после учебы остаться за границей. Сможет? Сможет. Как купить ваши продукты, если я нахожусь в Италии? Особенно интересует что-то от диабета. Есть препарат, разработанный мной, это спрей от диабета гликоцитрохромин. Спрей, он снижает глюкозу, от него очень худеешь. Его можно приобрести на моем сайте tibetan-formula. Как его найти? Прямо сейчас вы можете перейти к описанию видео. И здесь очень длинное описание видео. Посмотрите, здесь вот есть название, компания тибетская формула, tibetanformula.com. Выделяю я вот так. И вот сюда вам прямо в чат этот отправляю. Оп. Tibetan формула ЛЛС, и прямо в чате можете увидеть. Или же в гугле пишите тибетская формула
и находите. Прошу вас, на мужа постоянно колдует, делает приворот женщина, а мы всей семьей ощущаем эту черную магию. Уже боролась 3 года и делаю слоги, припутав от врагов. Помогите. Нет, нет. Припутав от врагов не работает. Дело в том, что вам нужно пройти первую ступень школы Кайлас. И там я рассказываю, как это все делается. Вот так гоп-стоп, помогите мужу, это, к сожалению, не получится. В самом начале данного видео я сказал о том, что есть вот такие обряды. Помните, обвести, представить в шестиконечном пентакле, достать из половых органов вот эту змею с мордочкой женщины, раздавить и делать это ежедневно. Вот так нужно работать, это более профессионально. Но для того, чтобы так работать, нужно, чтобы вы были кем-то, не просто человеком с улицы, который из моих семинаров бесплатных нашел там слог припутав и не знает, что такое эзотерика, а быть человеком, который знает, что такое эта энергия, как мы ее берем, как мы ее используем, как защищаемся, поставить хотя бы неделю-две эти ритуальные защиты, поставить на мужа ритуальные защиты, там, отмолить его и так далее. Ну а вот так, Андрей Андреевич, давайте, нет, не так. Пожалуйста, пожелайте моей дочери выносить и родить живого ребеночка и счастливого ребеночка. Пусть ваш зайчик обязательно родит хорошего мальчика и здорового ребеночка. Скажите, как эзотерически избавиться от головной боли? Говорите, пусть все люди, которые меня ненавидят и которые хотят, чтобы болела моя голова, появятся. Представляете, будто эти люди стоят внизу где-то, а вы находитесь сверху. Представляете, будто боль, которая у вас в голове находится, вы ее этим людям, которые хотят от вас боли, разливаете в чаши. Они выпивают и уходят. Бабам, канает. Ну что, хороший получился у нас, в общем-то, вебинар. Светлана Ткаченко, скажите, как и чем убрать второй подбородок, потянуть кожу на лице? Вопрос, какого возраста можно принимать серантал детский? Серантал детский с 1,5 лет. С года можно даже принимать. Дальше по поводу второго подбородка. Достаете язык, прикасаетесь к нижней части носа и это делаете, когда подбородок прижат сюда. После чего язык не убираете, поднимаете голову вверх, язык при этом к носу как можно больше и делаете вот такие движения вниз. И вот такие движения влево к плечу и вправо к плечу. И подбородка не будет. Спасибо за школу. Сейчас нелегкий период. Смогу ли я найти мужчину? Сможете. Сейчас с дочкой в Чехии, муж ЗСУ. Скажите, сможем вернуться в Харьков? Да. Подскажите, как помочь взрослому сыну, сидел за убийство, сейчас употребляет спиртное. Сын старается зарабатывать. Умница, хороший, почти ничего не получается. Я могу помочь не могу. Подскажите, как сыну помочь эзотерически? Вымаливанием. Знаете, да, мой сыночек, я тебе там бла-бла-бла, вот как я это объясняю на первой ступени. Если вы не проходили первую ступень, у вас есть все шансы изменить свою судьбу. Прямо сегодня переходите на мой сайт duyko.guru, находите первую ступень, покупайте ее, проходите и становитесь тем человеком, который может изменять судьбу и свою, и окружающих людей. Я рада, что и ученица школы моего Алексея, проблемы с милицией, плохая компания. Меня не слушает, грубит, ему 17 лет, не знаю, что делать. Делаю вымаливание, хочется помочь сыну, что его ждет. Не бойтесь, его не посадят. Работаю, ничего такого страшного не увидел, не бойтесь, все нормально. Возьмут ли меня на контракт? Да. Мое ли это место? Да. Скажите, безопасно оставаться? Очаков, Николаевской области, выезжать не хочется. Показывает, что выезжать вам не нужно. Инна Башинская, ваша ученица. Утро 24-го 2 проснулась от взрывов и сирен. Считаю, что это заслуга, но тем не менее проснулась резко от голоса во сне, который произнес: ты больше не работаешь. Так и случилось, я без работы. Нахожусь сейчас в Польше, но есть мысли переехать в Германию. Помогите советом. Стоит ехать и будет работа? Нет, не стоит ехать. Вам стоит возвращаться обратно к себе домой, здесь и работу найдете и так далее. Не находитесь ни в Польше, ни в Германии, едьте обратно. Будет у вас здесь и работа, и возможности. Там близко, в ближайшее время вам совершенно ничего не светит. Знаете, как хотелось бы сказать обратное. К моей внучке с самого рождения, с обвития пуповины, по сегодня цепляются болячки, которых даже единицы.
Может, это как-то связано с нулями в дате рождения, но жалко ребенка. Нет, с ее нулями это не связано. Посмотрите, что можно сделать. Думаю, что это можно сделать только с помощью улучшения общего иммунитета ребенка. Сюда входит знания. Вот там есть у нас кишечная палочка аскермансия. Вот нужно все делать для того, чтобы эта палочка, иммунитет этой палочки развивался. То есть это определенные кисломолочные продукты, йогурты кормить, это давать ей там эхиноцею в виде шрота, льняное семя. И это все изменит работу кишечника, приведет к разрастанию и увеличению аскермансии. И в дальнейшем она будет хорошо себя чувствовать. Найдите видео в ютубе, которое называется Андрей Дуйко Аскермансия. И я там рассказываю и о детях, которые вот имеют такую же, как ваша проблема, о том, как происходит нарушение общего иммунитета, почему болеют, с чем это связано. Рассматриваю вопросы с позиции иммунологии, с позиции гематологии, с позиции, наверное, аюрведической медицины, и тибетской медицины, и современной медицины, даже гомеопатии. Очень интересные такие семинары, обязательно посмотрите. Думаю, что это не связано с тем, что ее обвила пуповина и там были какие-либо проблемы. Я думаю, что это может в том числе быть и частным случаем, но точно не из-за обвития пуповины. Еще раз хочу вас пригласить на завтрашний вебинар, который будет посвящен увеличению материального благополучия, работа с кодами Куберы и ментальными образами. Сейчас все изменилось. Я даю 50 определенных методов, 50 определенных слогов, 50 определенных визуальных программ, с помощью которых человек может тотально изменить свою судьбу, конкретно в завтрашнем СНГЕ, изменить ее в сторону материального благополучия, найти возможности или варианты решения своих задач. То есть это возможность развить бизнес, возможность стать более богатым человеком, возможность начать зарабатывать, возможность сделать так, чтобы в жизни везло и так далее. То есть все для того, чтобы в дальнейшем быть человеком обеспеченным и не нуждающимся. А в этом мире, в котором мы сейчас есть, исходя из всего количества людей, которые будут нуждаться, будет очень много. Ну и на первое место выходит понятие везения. А эзотерика — это как раз тот механизм, который и рассматривает везение как главный компонент, отличающий человека обычного от человека, занимающегося эзотерикой. То есть если человек занимается эзотерикой и все правильно в моей школе, то это обычно проявляется в тотальном, необычном, надординарном везении, которое появляется в жизни человека. И человек, который занимается в школе, в дальнейшем не задает вопросы, чем мне заниматься, там, что мне делать, почему. Куда ни плюнет, везде получается, везде везет, и в жизни все очень хорошо. Поэтому я часто говорю ученикам школы: вам не нужен я, и не нужно даже вопросы задавать. Проходите ступени школы. Я сделал все для того, чтобы разработать систему, которая существенно отличает обычного человека от обычных людей, от ученика школы. И одно из самых уникальных качеств, паранормальных, я считаю, качеств, которые появляются у учеников школы, это возможность контролировать свою психическую энергию и реализация себя в виде абсолютно точно, абсолютно счастливого человека. Покупаю квартиру, посмотрите, пожалуйста, все хорошо сложится, хорошо сложится. Очень стало интересно, когда сделаете первую ступень в открытом доступе. Из-за того, что ученики школы и люди обычные начали очень много плохого писать на моем канале YouTube, я посчитал, что тот мир, в котором я проживаю, не готов к получению моей первой ступени школы Кайлас в бесплатном доступе. Поэтому я ее закрыл. И до момента, пока война не закончится, она будет в закрытом доступе. Когда она закончится, потом посмотрим, возможно, ее открою. Поэтому, друзья мои, хотите изучать эзотерику, переходите, покупайте, смотрите. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Получится ли у моего сына создавать игры? Да. Смогу ли я получить грин-карту по замужеству? Жду 3 года. В этом и в следующем году нет. Есть мечта купить дом, приобрести участок, заниматься пчеловодством. Вперед.
Я желаю всем счастья, здоровья, любви, успехов, везения. Пусть над головами нашим не летают бомбы, не убивают людей, пусть более слабые будут, пусть правда, доброта, любовь побеждает, а зло, ненависть и безумие исчезают. Я за то, чтобы люди любили друг друга. Я за то, чтобы в семьях обожали друг друга. Я за то, чтобы мужчины любили своих жен. За то, чтобы жены пользовались своими мужчинами. Я за то, чтобы была взаимная семейная любовь, за то, чтобы родители обожали детей, а дети обожали родителей, за то, чтобы несли ответственность все вместе за старых людей, престарелых людей, больных людей, за то, чтобы верность была ключевым элементом семьи. Я за то, чтобы были верными женщины, за то, чтобы мужчины были добрыми и верными, за то, чтобы думали о своих семьях, думали о том, как это все можно защитить, приумножить и обеспечить. Если каждый в виде ячейки семьи делает все для того, чтобы в этой ячейке семьи было прекрасно жить, то это все формирует огромное количество, которое называется нация, огромное количество людей, которые называются менталитет народа, и это все и создает то, что называется государство. Поэтому начинать всегда необходимо с себя. Начинать всегда необходимо с себя индивидуального. То есть говорить, не ругаться, не проявлять агрессию, не проявлять безумие, не проявлять ненависть. Воспитывать только себя, проявлять по отношению к близким заботу, любовь, терпение. Ведь кому вы нужны, как показала вот практика жизни, кроме самых близких нам людей. Поэтому держитесь за них. Обнимайте их, целуйте их каждый день. Думайте о них только хорошо. Не ищите возможности к чему-то придираться. Помните, они самые близкие, и с вами, и им с вами, и вам с ними придется прожить от самого начала до самого конца. Берегите близких, создавайте мудрость своих семей, не пускайте грязь и ненависть, не ругайтесь матом,